Биография героев башни. Аин живет в Бракаде так долго, что никто даже не помнит сколько. Говорят, что она одна из самых богатых героев страны. Ее богатство должно быть где-то спрятаны, потому что ее доброта заставляет ее постоянно вкладывать деньги в разные предприятия. Астрал прибыл в Эрафию примерно 10 лет назад и был сразу же принят в гильдию магов Бракады. Его быстрое возвышение в гильдии заставляло некоторых шутить, что он мог добиться этого только магическим путем. Удивительно, что Даремиф еще жива. Ее отношение к жизни «пойду куда угодно, сделаю что угодно» заводило ее в такие ситуации, из которых она просто не могла выбраться живой, и все-таки она находила выход. Считающийся многими гениальным магом, дракон желает стать самым великим в истории победителем драконов. Не похожий на своих друзей-волшебников, дракон предпочитает более практичную одежду, чем пышное облачение. Жозефина была первой, кому удалось оживить каменного голема. Она изобрела процесс оживления гораздо более изощренный, чем тот, что нужен для горгулей, которых она изучала. Уже давно Иона доказала, что она сильнейшая из себе подобных, но ее обаяние заставляет забыть об этой силе и уберегает тех, кто ей служит, от комплекса неполноценности. Сначала Кира хотела научиться магии, чтобы заставлять мужчин влюбляться в себя. Потом, однако, она оставила это намерение, обнаружив, что у нее есть настоящие магические таланты, которым можно найти лучшее применение. Нила очень сильная. Она как никто может сопротивляться невероятным наказаниям и пыткам. Каким-то образом ей удается передать эту силу и сопротивляемость своим войскам. Когда Пигуедром обучался алхимии, большую часть своего времени он уделял различным недрагоценным камням. Неудивительно, что во время своей службы в Бракаде он смог улучшить устройство горгульи. Риза была первым алхимиком, освоившим искусство превращения бесполезных мягких металлов в ртуть. Несмотря на то, что сейчас она командует своей армией, она проводит много времени в экспериментах с другими материалами. Сирена чуть не убила себя своим первым заклинанием. Она вложила в него так много магической энергии, что даже маг в соседнем городе почувствовал это. Он спас ее и ввел ее в гильдию магов, чтобы она научилась защищаться от собственной силы. Джин Салмир провел в бутылке больше 1000 лет и был так благодарен человеку, который в конце концов освободил его, что случайно поклялся служить этому человеку вечно. Судьбе было угодно, чтобы этим человеком был Гэвин Магнус, бессмертный король Бракады. Никто по-настоящему не знает историю Тана, но он так давно преподает алхимию в Бракаде, что даже старейшины не помнят времени, когда его не было. Теодора можно смело назвать одним из лучших заклинателей Бракады. Конечно, маги со всего света стремятся поучиться у него. Они пускаются в путь, как простые пилигримы, надеясь погреться в лучах его мудрости. Хотя Терасар сначала готовился стать алхимиком, его всегда интересовали вопросы тактики ведения боя и осады. Он прочел гораздо больше литературы по этим вопросам, чем по вопросам алхимии. Говорят, что Фафнир стал джинном больше 1000 лет назад. Найдя бутылку с джинном, он сказал, что хочет стать таким же могущественным, как найденный им джинн. Желание было исполнено, и с тех пор Фафнир служит повелителем Бракады. Халон был уважаемым героем в Энроте, но после войн за наследство так заскучал, что отправился исследовать мир. Он недавно получил командную должность в армии Бракады, надеясь, что это даст ему что-то новое.